Этот день вы запомните, потому что чуть не по... Привет, народ, с вами Скиф. Надеюсь, байт сработал и мне удалось затащить вас в это увлекательное морское путешествие по прохождению второго дня бесконечных испытаний Сухой порт. Ты спятил. Да и слава богу, нормально не пошел бы на такое. Хочу отметить, что при создании этого ролика у меня было сильное дежавю, ведь что-то подобное мы уже делали в моем предыдущем видео о прохождении бесконечного испытания Кратер. С одной лишь разницей, тут мы сделали больше упор на урон в одну цель. Опять в центре внимания герой и мир. Из-за меня правилам изменять не стоит. Обязательно смотрите плейлист со всеми испытаниями в подсказке. А в этом видео вы увидите интересные лайфхаки, опасные моменты и возможные ошибки, замена недостающих войск и многое-многое другое. И конечно же, я покажу вам, как наношу урон по этой тактике с армией всего в 200 тысяч силы. Погнали разбираться! Перед вами моя схема атаки. Нам важно правильно собрать весь остров. Для этого мы отправляем 3 десантника на черные точки в порядке, как на схеме. Как только приземлился последний десантник, наша задача высадить корабли в последовательности, прописанной на берегу. Важно при высадке не допускать, чтобы войска выходили за красные линии, иначе стоящие по бокам пельтасы начнут их бить, и монашки будут отвлекаться от исцеления Эмира. Белый круг – ориентировочно место расположения Эмира для удачной атаки. При этом синий круг – безопасная зона вокруг героя. В этой зоне не должно быть никаких отрядов, чтобы они не попадали под рассекающие удары штормовых всадников. Ну и на лестнице вверху место высадки десанта для отвлечения внимания, если вдруг нашего Эмира начнут слишком сильно пробивать. Ты либо безумец, либо гений. Это две крайности одной и той же сущности. Что, сложно, правда? Не волнуйтесь, я сейчас все покажу на практике. А пока давайте посмотрим нашу армию. Как я уже говорил, основу составляют отряды дальнего боя, бьющие в одну цель, но также есть и отряды с массовыми атаками. На первых 2 кораблях видим лапидаторов и мага воздуха. Как всегда, лапидаторы дадут основной массовый урон, а маги воздуха больше контроля. По одной пачке монашек и, конечно же, арбалетчики. В данном случае мы поставили их нестандартно в первую линию. Это нужно, чтобы предотвратить лишнее движение лапидаторов в центр близко к герою. 3-й и 4-й флот очень похожи. Первый ряд ледяные лучники, второй ряд маги инфернальные и маги молний. Задний ряд также ледяные лучники или арбалетчики. На первых 4 флотах мы видим по одному отряду монашек. Если у вас слабые монашки или эмир, лучше на 3-м и 4-м корабле сзади поставить по 2 отряда монашек. Заменить отряды достаточно легко. Лапидаторов на магов огня, инфернальные маги на магов молнии, ледяные лучники на арбалетчиков или серых лучников. Мага воздуха заменять нельзя. 5-й и 6-й плот идентичны, просто инфернальные маги и лапидатор. И мир у нас располагается, как и в последних 2 бесконечных испытаниях у меня на канале, на 1-м корабле. Погнали атаковать! Нужны арбалет, песочные часы, 3 козла. Один из нас будет играть на трубе, а другой делать так. Действовать будем по схеме. Не расстраивайтесь, если все не получится сделать с первого раза. Я сам до сих пор допускаю ошибки. Запускаем 2 десантников на стены. Ждем секунду и отправляем 3-го. Он приземляется, ждем еще секунду и отправляем 1-й корабль с Эмиром. На 2-й волне 2-й и 3-й корабли. На 3-й волне оставшиеся 3. Как видите, урон всего острова сосредоточился на Эмире. Наша армия стоит слишком далеко и вражеские войска не успевают добегать до них. Все наши лапидаторы сосредотачивают свои удары в одной точке и с максимальной эффективностью уничтожают вражеские отряды мечников. Вы будете биться с ними, а они будут биться с вами, лишь потому, что он хочет убить его. Где тут смысл? А вот и примеры неправильной высадки кораблей. Основной урон мы наносим по вражеским штормовым всадникам, так как их усиление после воскрешения не увеличивает особо урон по Эмиру. Но нам надо быть аккуратными и не допускать убийства пельтасов. Это, наверное, единственная ситуация в игре, где они реально могут себя проявить по полной, так как их талант как раз в увеличении наносимого урона при атаках целенаправленно долго в одну цель. Поэтому если их убить, то после воскрешения урон от них будет просто огромен. В принципе, свою работу мы сделали. Можно отдохнуть и подождать результата. А пока предлагаю поставить лайк этому видео, подписаться на канал и ударить в колокол, как бьет ледяной титан. Джек Воробей одобряет. Я же капитан Джек Воробей. Смекаешь? В определенный момент нашего Эмира может начать очень сильно пробивать, и жизнь у него будет скакать с 0 на максимум.
Это происходит из-за того, что с каждой волной существа становятся сильнее, плюс наши верные лапидаторы умудрились закинуть пару своих камней на пельтасов. Предатели! Капитан, докладываю, на корабле бунт. Я готов тыкнуть в имена и назвать пальцы. Чтобы спасти нашего танка и еще немного поиграть, мы можем аккуратно по 1-2 десантника начать кидать наверх лестницы. При неправильной расстановке видео может закончиться так. Либо так. У нас же все получилось хорошо. Я постою рядом с ними. В нашем случае получилось 106 миллионов урона. Неплохая попытка. Давайте посмотрим, сколько нанесли наши войска. И мир заблокировал 76 миллионов урона. Не так много, как было на кратере. 132 миллиона поглотил и мир. 132, Карл. Но тоже хорошо. Сегодня по урону у нас получился массовый паритет. Все войска нанесли плюс-минус одинаковое количество урона. Выделяются только инфернальные маги 5 уровня и арбалетчики 9. Ледяные лучники, маги молний и маг воздуха нанесли меньше урона. Но самое главное, они дали контроль. И оцените, как пришлось напрячься сегодня нашим монашкам. Если ваши монашки не так сильны, ставьте 6, ставьте 8 отрядов. Но и мир должен жить. Давайте посмотрим на мой результат при 200 тысячах силы. Пишите в комментариях, что вам понравилось и что бы вы хотели добавить в мои ролики. Не забывайте делиться этим видео с друзьями и смотреть сами новые видео на канале, ведь только тут тебя ждет самый качественный контент по твоей любимой игре. С вами был Скиф. Всем пока!